Ой, ребят, всем доброе утро. Я с утра нахожусь в каких-то странных чувствах. Это я вам по поводу вот этой орхидеи. Ну, как всегда, захотелось чего-то новенького. Сейчас ставлю вам фото от садовника этого новенького. Ну и, конечно же, очень долго ожидала. Но только сегодня раскрылся бутончик этого новенького чудика. Бабулеточки. Бутоны у нее такие интересные. Кстати, первый бутон вот упал. Не смогла она его открыть, нарастить. Она его засушила. Вот такой, девочки, кустик. Это я покупала в бутике орхидей у Наташи. Немножко мне не нравится вот сам листик какой-то, он вот здесь с желтизной, видите? Я сейчас его буквально неделю назад, прям с бутонами, у него начался корневой рост, хотя и цветет. Вот видите, корешки в активном росте. Не смогла отклеить бирку. В общем, я обложила сфагнумом и в больший горшочек его поместила вот в такой. Там мы тут временно загораем. Ну, я не загораю, я просто на время съемки, вот, чтобы вам показать на солнышке. Ну, вот такое чудо-юдо. Вот интересно, откроется еще цветочек, чуть больше распахнется. Ну, опять-таки, девочки, вот согласитесь, фото садовника и то, что ему, это, конечно, небо и земля. Пока не ароматит. Ну, там как бы и не обещали, тактично промолчали. Написано, что вау, новинка. Так, сейчас еще сдует. У нас тепленько. Ну, в общем-то, я не знаю. Я не знаю. Как вам? Что скажете? Кто покупал эту цацу? Расскажите ваши впечатления, что у вас там открылось. Слушайте, что-то голуби начали нервничать. Думаю, что там такое за новинка. Надо ее посмотреть поближе. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что и бутоны такие интересные. Но, видимо, у бабулеток, если это можно сказать бабулеткой, вот так открываются. Они вот так они выглядят. Это еще не открывается, это они так формируются. Вот такие бутоны интересные. Кракозябрики. Ну и вот такая вот вам история. Если запахнет, расскажу. Пока что никто ничего не пахнет. Вот чисто травой пахнет. Ну, травой, обычной травой. Нету пока никакого аромата. Но я думаю, надо время. Ура, ура, доброе утро. У нас полный распуск этой прекрасной орхидеи, девочки. Посмотрите, какая прелесть. И вы знаете, она по утрам на солнышке ароматит. И действительно ароматит, как моя любимая Shiny Girl. Такая прелесть. Один бутончик мы потеряли. Я, видимо, вовремя не полила. Знаете, как я ее пересадила? Я просто обложила ее мхом, когда увидела новый рост корней. Кстати, бирочка там приросла, и я теперь не могу ее достать. С пагмосом обложила и в новый горшочек. И где-то я зевнула с поливом. Вот так она у меня стоит. И, короче говоря, она скинула бутон. Так бы было 5 цветочков, но 4. Плотный восковой цветочек, яркий, интересный. Девочки, делала фото с этой красавицей. Но честно скажу, она на фото не очень получается, потому что все цветы в разные стороны. И тяжело ее фотографировать. Но вообще она очень классная. Я прям довольная. Прям очень-очень.
довольна, что я ее приобрела. Вот так бывает. Здесь она у меня не находится. Это вот на время съемок. Я ей такую локацию придумала на фоне зелени и неба, и небоскребов. Но она классная. Очень, очень, очень. Даже очень. Прямо вот сегодня видео посвящено ей, но не только ей. Сейчас вам покажу, кто меня желает порадовать. Вот так оставлять орхидеи на солнце, на утреннем, ну, категорически нельзя, фаленопсисы. Особенно без того, чтобы они были уже приучены. Сразу сгорят листья, будут ожоги. Так что вот сейчас буквально пару минут, и мы отсюда убегаем. Но я сегодня прям, знаете, с огромным удовольствием слушала ее аромат. Ну, это просто невероятная красотка, бабулетка. Я честно вам скажу, я ее купила, потому что моя стандартная представительница этого гибрида в прошлом году развалилась. Почему развалилась? Потому что я ее поливала и попала в центр розетки. И вот чем фаленопсисы, конечно, могут огорчить, это тем, что при поливе, при опрыскивании, при душевании нечаянно вы можете попасть где-то вот между пазух водичкой, и у вас, например, нету проветривания на тот момент, нету вентилятора, там закрыты окна. Смотрите, какой язычок. Да? Класс. И получится, что застой влаги, и все, у меня на третий или на второй день просто я пришла, и все листья из середины развалились. Я пыталась спасти тот пенек, но ничего из этого не вышло. Пошла бактериальная гниль, поздняя осень, мало света, прохладные температуры, и, в общем-то, как сталось, и так сталось. Но теперь у меня есть... Теперь у меня есть ты. Буду аккуратнее. И есть у меня еще подарок от моей орхо-знакомой, которая мне подарила именно детку стандартика вот такого. В общем, я ее обожаю. Сейчас вам покажу, кто меня сегодня еще порадовал. Ну, конечно же, Жорик порадовал. Он здесь на солнышке лежит. И, так сказать, ультрафиолет поглощает. Жорочка, все нормально? Такой смешной. Так, девочки, еще доцветает мой Sunset Love. Ну, уже прям доцветает, доцветает. Очень сильно ароматит вот эта вот козявка. Yellow Chocolate. Обожаю его. Вот смотрите, один цветочек остался. Вот такой запоздалый бутончик. И этот бутончик прям ароматит на все помещение. Диффузор. Так, что тут у нас? У Yellow шоколада новый цветонос, представляете, и корешки. Такой молодец. И еще на старом цветоносе надо будет краешек обрезать. Видите, почка разбудилась. Надо вот так вот обрезать до сюда, чтобы дать возможность развиваться вот этому вот ответвлению. Так, и здесь вижу новый цветонос. Летнему цветению быть. Ой, а здесь моя красотка, которая постоянно цветет. Сан-Франциско. Смотрите, какой она. Новый цветонос мне выдала. Ничего себе, ничего себе. Разбудила там все почки, но надеюсь, она и вот здесь, на старом. Короче, тут будет красота. И смотрите, моя Наталья Айко прям нарастила листьев, и новый лист растит. И вот тут был замерший цветонос, она решила его продолжить. Цвела зима, осень-зима 25-го цвела здесь, продолжала, но я не срезаю ей цветоносы. А этот выпустила, и он вот был вот на уровне вот этого корня. А сейчас прям решил продолжить свой путь. Так, и здесь у меня, девочки, вот такой цветонос. Моя Хатуюки. Так, я ее посадила в стаканчик, у нее корневой рост.
Там внизу плагрон, кусочки коры, мох. И, в общем, она тьфу-тьфу, молодец. Здесь моя малявка цитокининовая красотка. Это моя детка. Ну, куринчик. Видите, вот он. Тамара. Бабулетка Тамара. Мой дубль. Ну вот помалу-помалу растет. Сейчас корешками освоит грунт. Вот здесь, по-моему, корешок, или что это, непонятно. Освоит грунт, я думаю, и потом пойдет уже наращивать массу листовую. Так, здесь у меня роза моя доцветает. Та, которая собралась помирать, но вроде все нормально. В общем, она все цветет, цветет, цветет и доращивает. Молодец. Так, метушный красавчик пересажен мною вот в такой призматический горшочек. Вообще недавно пересажен. Я прям взялась за него, пересадила в кору. В кору. Так, сейчас, девочки. Я даже не помню, я добавляла мох. Да, есть там мха немного, по-моему. В общем-то, в новом жилище красавчик. Он очень такой, очень. У него много цветоносов. Здесь вот недавно упал цветочек. Цветоносы пока не засушат, я ему не срезаю. И вот такой вот он прекрасный, лаковый, восковый. Такой прямо глянцевый, блестящий красавец. Так, и что хочу вам показать в этой локации. Вот, пересажен мною был красавец филиппиненсис. У него были растущие корни. Я решила, что ему срочно надо их направить в грунт. Горшочек был 2,5, но я его пересадила в троечку, чтобы он продолжал вот так же висеть, как у меня он и висел. Он недавно цвел, радовал. И смотрите, новый цветонос после пересадки. И здесь после пересадки я, по-моему, наблюдала корни, рост корней. Так, стоп. Я очень переживала, он и лист растет. Да, вот краешек корня. Ну, я думаю, скоро они появятся, здесь эти корешки. Вот, вот корешок. Вот эти, которые сверху были, они начали уже углубляться. Субстрат, в общем, поливаю его дозированно. В общем, он полностью в мох посажен. Я думаю, ему это будет очень даже не на вред, а на пользу. Видите, какая красота. И вот так вот в подвешенном состоянии он у меня вот так растет. И опять будет цвести. Я прям довольна. Мне так понравилось его цветение филиппиненсиса. Вы знаете, вот эти природные орхидеи, они вот в таком состоянии растут охотнее. Вот в таком. Тут можно было еще всех шляриан разместить на подвесы. Сделать такую, знаете, фитостену и так их разместить, чтобы они вот так свисали и давали каскады цветочков. Ой, а это кто? А это моя принцесса, биглип принцесса. Тоже, вот смотрите, почечку разбудила. Она у меня зимой за неимением хорошего освещения. Здесь стоял стеллаж, и вот всем орхидеям, которые были вот немножечко сдвинуты с привычного места на этом, вот на таком вот приспособлении, березка мы ее называем. В общем-то, пришлось им немножечко туго со светом, они были выдвинуты немножко от окна. И она дала длиннющий цветонос, и там было на краешке буквально 3-4 цветочка. И я открывала, девочки, окно и сломала вот это вот слом, который я нечаянно сделала. Вот она сейчас решила
все-таки воплотить свою мечту о цветении. Растет она у меня плагрон мох. Зарос горшочек, конечно, в закрытой системе зеленью. Ну ничего, корешки вон идут. Дозированно поливаю. Ну, вроде как нормально. Цвести желает. Так что я подумаю насчет своих шелериан, чтобы их вот по возможности, те, которые там уже требуют пересадки, может быть, вот так пересадить, вот в такие вот горшочки. И как-то так вот их расположить, чтобы они были на естественном освещении. Ну, посмотрим. Что-то мне вот так вот захотелось. Так, алаказия моя здесь в поле крутит новый лист. Красотка. Так, ну, в общем-то, все готовятся. Так, еще мой ринхостилис. Смотрите, какой он уже стал большущий. Купила маленький. Смотрите, как у меня вырос. Но он был самый крупный при покупке. О, и лист новый растит. Живет у меня тут в метре от окна. Пересадила его в крупные куски коры. И вот стараюсь, так сказать, не загубить этого красавца. По-моему, это спотед. Да. Ринхостилис гигантея спотед приехал ко мне в 23-м году. Месяц, по-моему, 6-й. Вот такой, девочки, уже боровичок. Ни разу еще не цвел. Очень хочется посмотреть на его цветение. Ну, очень хочется. Ну, ждем размера цветения ринхи. Мне как-то девочки писали там на мою ванду, что это у вас ринх. Это не ванда, девочки. Я знаю отличия явные. Я знаю, как выглядит ринх. Они у меня есть. И не один. Тут у меня вот еще один в глиняном горшочке. Тоже подрастает и тоже сейчас растит. Видите, вот листик. Этот вообще большой. И еще у меня два под искусственным освещением. Ну, конечно, им лучше все-таки на естественном освещении. Буду думать насчет переезда тех, которые под искусственным. Где-то вот, чтобы их привести их на южную сторону, чтобы они росли на солнышке. Ну, как на солнышке, недалеко от солнышка. Вот здесь вот этому прям понравилось. Ему прям здесь кайфово. Я беру его на полив, просто замачиваю раз там в неделю. Когда спешу, могу просто под краном фильтрованной водой вот так пролить. У него там на корнях коковолокно, я его сильно не убирала, остатки коковолокна. В общем, я просто проливаю и все. А если я хочу прям его классно замочить, так, чтобы он напитался. Ну, листья, видите, нормальные. То есть ему хватает влаги. Я ставлю минут на 20, на 30, бывает даже на час, ставлю просто в емкость с водой. И так, чтобы он где-то, ну, вот так вот, наполовину горшка был в воде. Кора впитывает, кусочки коры впитывают, и он себе пьет. Вот не думала, не гадала, про ринхи вам рассказала. И увидела у фаленопсиса цветонос. Вот. Так, а что тут у нас? Я все время переживаю, чтобы не было вредителей. Первое, где они появляются, особенно клещ, на шее. Такая вот красота. Ой-ой-ой, какая красота. Теперь переехала на мою полочку на кухне. Я должна ее видеть каждый день 24/7. Немножечко, девочки, подняла ее, потому что она вот должна быть, ну, на уровне глаз. Такая желтенькая, веселая, как лемоша. Да, лемош? А лемоша уже спать собирается. Скажи, давай уже заканчивай со своими цветочками. Девочки, ароматит. Ой, даже сейчас немного. И смотрю, что бутончик решила наращивать новый. Такая умничка. Сейчас вам покажу, как она бодренько растит корешки. Видите? Какая молодец.
и цветет, и корешки наращивает. Прямо вау, вау, красотка. Так, а здесь? Здесь еще не освоенное поле. Ну вообще. Каждое утро подхожу и слушаю ее аромат. Ой, смотрите, как они вместе тут. Черебом, конечно, не ароматная, но вместе это такая вот веселая парочка. Я, кстати, любила точно так же на контрасте всегда делать сравнение моей классической версии цветущей, вот этой, и черебом. Но черебом оказалась более стойкой. Так что всем мирной ночи и прекрасного завтрашнего дня. Всех обняла.